Всем привет! Меня зовут Лариса Матейсон, я гид по Непалу и Индии. Уже 8 лет я живу в Непале и рассказываю про эту удивительную страну. В этой серии видеосюжетов я расскажу вам про архитектуру Непала. Непальская архитектура настолько самобытна, что ни один историк в мире не сможет со стопроцентной уверенностью назвать истоки непальского зодчества. Оно задало тенденции развития архитектуры всего Индокитая. Неварские зодчие слывут непревзойденными мастерами. Бесспорно, на самобытность Непала оказали влияние Индия и Китай. Крохотное государство не раз попадало в зависимость от могущественных соседей и, возможно, обязано им своим появлением. Сотни лет через горные перевалы Гималаев тянулись караваны, груженные солью. Торговые пути, словно аорты, связывали две великие цивилизации воедино. Впервые о поселении на территории Непала упоминается в древнем трактате Артхашастра, созданном в первом тысячелетии до нашей эры. Летописец поведал о богатой долине, где кипела жизнь. Без сомнений, это долина Катманду. На картах той далекой эпохи не существовало Непала, ведь на землях, окружающих долину Катманду, жили и воевали друг с другом 24 разрозненных княжества. В 1500 году король династии Мала, умирая, завещал долину Катманду своим 3 сыновьям. Плодородная почва, богатые храмы, тысячи крестьян, трудившихся изо дня в день, принадлежали королевству под названием Мандала. Мандалой издревле называют геометрический символ правильной формы с равноудаленными от центра элементами. Тысячи лет назад индийские жрецы проводили ритуалы у ведических алтарей, выстроенных в форме мандалы. Считается, что она способна накапливать особые виды энергии. Так и долина Катманду построена была в виде огромной мандалы, а города как бы поделены на квадраты, дворы жилых домов. В центре каждого квадрата индуистский или буддистский храм. Невары не разделяют эти две религии и равноценно следуют обеим. Первые этажи домов раньше были всегда соединены между собой лабиринтом коридоров, так что можно было обойти весь город при необходимости, не выходя на улицу, например, при нападении врага. Чем древнее непальский город, тем выше вероятность, что он построен в форме мандалы. После смерти короля династии Малы долина досталась наследникам, которые, недолго думая, поделили богатые земли между собой. Так образовалось 3 независимых города-государства – Киртипур, Бхактапур и Патан. Сейчас первые 2 входят в состав нынешней столицы города Катманду. Бхактапур и Патан состоят в фонде наследия ЮНЕСКО. Патан – это самый старый город в долине Катманду и ныне относится к району Лалитпур, от санскритского «лалит» – «прекрасный». Патан – город храмов, поражающих изысканностью резьбы и утонченностью барельефов. Настоящая колыбель зодчества, ведь живут здесь мастера-невары, коренное население долины Катманду.